Всем привет, вы на канале Синий Эльф. Друзья, давненько у нас уже ничего не было нового с AliExpress. Вот так и я недавно заглянул на платформу и стал жертвой распродажи. Каждый товар в этом выпуске стоит всего лишь $2 23 цента. Итак, погнали! Ну а начнем выпуск с вот этого неуклюжего кузнечика, у которого на спине, представляете, настоящая солнечная батарея. Пробовал посветить мобильным, но этого оказалось недостаточно, а вот мой мощный фонарик справился на ура. На ярком солнце также никаких проблем нет, он сразу же отправляется в пляс. Можно сказать, что это даже довольно познавательная игрушка. Например, при изменении угла атаки солнечных лучей мощность вибрации меняется соответственно. Вот вам и наглядный пример работы с солнечной батареей. Но иногда на рабочем месте бывает настолько жарко от паяльника, что прогорают рабочие столы. И вот и я долго не мог купить себе никак термостойкий коврик. И наконец-то его купил, потому что он стоит всего лишь $2 23 цента. И сейчас мы его проверим настоящим паяльником. Начнем с температуры 200 градусов. Ожидаемо 200 градусов для коврика совершенно не проблема. Появляется небольшое белое пятнышко, когда дотрагиваемся жалом, и тут же исчезает. Поэтому поставим температуру побольше. 300 градусов. Пробуем. Эффект тот же самый. Белое пятнышко, ничего не прилипает, не дымит и не выделяет никаких запахов. Поэтому ставим максимально 400 градусов. Если выдержит, значит коврик одобрен. Но, судя по всему, выдерживает. Посмотрите. Идеально. Я не ожидал, честно говоря, что коврик за $2 выдержит температуру в 400 градусов. Ну и куда же без термоусадки. К коврику я еще и заказал и целый пакет, состоящий из 328 трубок термоусадки. Я, конечно, это дело не пересчитывал, но на вид вроде как совпадает. 8 вариантов диаметром от 1 мм до 14. А вот о чем я забыл, так это купить термофен. Я постоянно вспоминаю о нем, когда мне нужно усадить термоусадку, и забываю его купить, когда делаю покупки. Поэтому ссылочку на термофен я оставлю в описании, чтобы вы не забыли. Ну а теперь немного отвлечемся и прикоснемся к шедевру часового производства от AliExpress за $2. В комплекте с часами идет аж целых 4 вот таких разнообразных ремешка или амулета. Не знаю, для чего они нужны, скорее всего просто для визуала. Но если вы знаете, что они означают, а может быть они несут какую-то магическую силу, обязательно напишите об этом в комментариях. Вот мне больше всего понравился вот этот, черно-белый, напоминает мой телевизор из детства. А вот этот, наверное, подходит для рыбаков. Всегда есть запас нити, на всякий случай. Ну, бусы как бусы, тут в принципе все понятно, это чисто украшение, но черновато. Ну вот, собственно, то, за что я отдал $2. Я думаю, часы $2, а 23 цента стоят вот те все ремешки. Итак, смотрим. Честно говоря, за $2 не могу ни похвалить, не пожурить, могу лишь только повосхищаться тому, как Китай способен производить что угодно и за любую цену. Ну, как бы за $2 здесь есть настоящий ремешок, циферблат, они идут, они неплохо выглядят сдалека, но как бы и все, а что еще можно вообще хотеть? Единственное, вот эти вот две кнопочки сверху и снизу, это исключительно муляж, работает только центрально по классике. Потянули на себя, выставили необходимое время и закрыли. Скорее всего, это копия какого-то, наверное, швейцарского бренда. Один из реальных сценариев применения этих часов – подарить ребенку, для того, чтобы он выучил, как пользоваться циферблатом, а потом уже покупать более классные.
Следующий товар за 2,23 это, друзья, банальное керно, которого у меня, к сожалению, никогда не было. А иногда оно так очень нужно, особенно когда дело касается какого-то сложного и деликатного задания. Представим довольно банальную и распространенную ситуацию. На скругленной металлизированной поверхности необходимо сделать отверстие. Если сходу начать сверлить, сверло соскользнет, но с помощью этого керна можно набить вот такое небольшое отверстие и потом уже начинать его сверлить. Благодаря предварительно подготовленной ямке сверло надежно фиксируется и никуда не соскальзывает. А попробуйте просверлить без подготовки. Неизбежно сверло будет соскальзывать. Ну вот, все отлично получилось. Теперь, благодаря новенькому керну, я смогу выполнять подобные операции без проблем. Кстати, работать можно не только по мягкому металлу, но и по дереву и по пластику. Также можно работать и по довольно твердым металлам. Но, конечно, для суперпрофессионального использования нужно приобрести керно посильнее. Следующий лот за 2,24, на который я позарился, это 6-портовая 48-ваттная розетка. Ну, по крайней мере, так было написано. Количество портов 6 штук должно удовлетворить любого, а вот качество это уже совсем другой вопрос. Выглядит, честно говоря, не очень. Да и боковая надпись в 5 вольт 3,5 ампера максимум также вызывает подозрения. Поэтому, дабы не ходить вокруг да около, сразу проверяю USB-тестером порты. И ничего. Все 6 портов дают аналогичную информацию. 5 вольт, 1,5 ампера. Но это синтетический тест. А что будет по факту? Сейчас буду подключать в каждый порт какое-нибудь оборудование. Вот начал с планшета iPad старого, 6 Вт. Добавляем еще мобильный телефон. Смотрим 17,5 Вт, 12 Вт, 11, опять 5, 9. Ладно, подождем. Еще добавим Powerbank. Ведь не зря там сделали 6 портов. Грузить так грузить. 11, 17 Вт. Мне кажется, это уже максимум, на что она способна. Но добавим еще мой мини-пауэрбанк с одноразки PI 7000. Она 10 Вт ест, это я точно знаю. 4 потребителя, 17 Вт, больше не поднимается. И еще нашел 5-й девайс. Попробуем его, будет ли какие-то изменения. 17,6 Вт подключаю. Даже стало меньше. 17,1. Странно. Ладно, попробуем теперь наоборот доставать потребителей. Будет ли что-то меняться. Начну с планшета. Забираю. 17,8 не меняется. Телефон 17,7 не меняется. У меня такое впечатление, что она просто выдает на все розетки с одного канала 5 вольт 3,5 ампера. И вот теперь у нас вот 5 Вт это Whoop Dory Q. И подключаем мини-пауэрбанк 16 Вт. Да, скорее всего здесь просто один канал 3,5 ампера и делятся поровну.